Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также постоянных зрителей и подписчиков. Спасибо вам большое за ваши отзывы, за ваши пожелания, очень приятно читать. Я сегодня к вам с новыми ниточками. С такими ниточками мы еще не работали, но, естественно, с новым узорчиком. Итак, напомню, что вы берете любую пряжу, любые ниточки, какие у вас есть, не только такие, как на каких я показываю узорчик. И берем, соответственно, данной пряжи соответствующий крючок. Итак, в моем случае сегодня будет пряжа, называется Yarn Art Lily, 100% мерсеризированный хлопок. И здесь получается тоненькие ниточки в 50 граммах, 225 метров пряжи находится. И рекомендуют, здесь получается крючок на обратной стороне далеко-далеко, вот там рекомендуют крючок брать от 1,5 до 2 миллиметров. Я возьму, получается, 2 миллиметра, так, и буду вязать данным крючком именно эту пряжу. Сегодня узорчик несложный, поэтому присоединяйтесь, свяжем. Итак, раппорт узорчика 9 петелек. Я наберу, получается, 5 раппортов. Это будет 45 воздушных петелек. И дополнительно наберу 4 петельки. Справа одну и слева 3, для того, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 49 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Вот мой будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, а также новичкам, настоятельно рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. Угу. И так далее будем делать накид и нырять в каждую петельку нашей цепочки, провязывать столбики с накидом. Это чтобы в дальнейшем, когда начнется наш узорчик, мы в воздушных петельках не запутались. В столбиках мы точно не запутаемся. И вот так вот аккуратненько сами себя контролируйте. Если я набрала 49 воздушных петелек, у меня должно получиться 49 столбиков с накидом. Сколько вы набрали петелек, столько должно получиться у вас столбиков. Первые 3 петельки подъема — это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наша аккуратненькая дорожка готова. Столбики с накидом. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И дальше, получается, я буду провязывать 3 столбика по порядку. 1, 2, 3. 3 столбика столбиками с накидом. 1, 2, 3. По итогу, получается, вместе вот с первыми 3 петельками подъема у нас получилось 4 столбика с накидом. И далее делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А в столбиках пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик. С третьего столбика начинаем провязывать столбики с накидом. 1 столбик с накидом. Следующий. 2 столбик с накидом. Следующий 3 столбик с накидом. И следующий 4 столбик с накидом. То есть у нас получается вот такая вот картинка. Столбики, такая вот галочка, столбики. Понятно, да? Дальше повторение, дальше идет галочка. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В столбиках пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий ныряем, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик ныряем, провязываем столбик без с накидом. 1. И так далее. Получается 4 столбика с накидом. Понятно, да? Все. И так вот вы провязываете. Сейчас третий столбик.
четвертый столбик. И так вот вы, получается, чередуете. Столбики, галочка, столбики, галочка, столбики, дальше галочка, столбики, галочка до конца ряда. Угу. Несложно. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите. Вот, что у нас по итогу должно получиться. Идем дальше. Итак, закончили ряд. Вот в моем случае получается 4 столбика с накидом. Видите? То есть как мы начинали 4 столбика у нас было, так мы и закончили 4 столбика. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь по узорчику необходимо будет набрать 5 воздушных петелек. Набираем. Раз, два, три, 4, 5. По итогу мы здесь набрали аж 8 воздушных петелек. Понятно, да? Далее, смотрите, мы перескакиваем, получается, наши столбики. Да? Вот первый столбик перескочили. Получается, третий и четвертый. Беремся за третий, провязываем третий столбик обычным столбиком с накидом. Дальше четвертый столбик провязываем точно так же обычным столбиком с накидом. А теперь, смотрите, полностью перепрыгиваем нашу галочку сразу же к следующим двум столбикам. И сразу же эти два столбика провязываем. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Угу. Вот, получается как бы вот такая вот арочка. Идем дальше. Делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И опять точно так же провязываем вначале третий, четвертый столбик. Третий провязали, потом четвертый провязали столбиками с накидом. И сразу же перепрыгиваем через нашу галочку к следующим 4 столбикам, а именно провязываем первые 2 столбика. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. То есть у нас получается, видите, вот такие вот как бы арочки, да, из столбиков, и при этом такая вот тоненькая арочка из 5 воздушных петелек. Понятно? Вот здесь в самом начале мы взяли 3 петельки подъема, это обычный столбик, 5 воздушных петелек по узорчику. Вот наша арочка из 4 столбиков, арочка из воздушных петелек. Арочка из 4 столбиков, дальше арочка из воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И опять провязываете 2 столбика. Поняли, да? И вот таким вот образом чередуете столбики, провязываете и 5 воздушных петелек до конца ряда. Угу. Давайте, несложно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, что у нас получается. Что-то пока непонятное. Да, как мы заканчиваем наш ряд. Мы делаем 5 воздушных петелек, помните, да, после наших столбиков. И в последний получается столбик с накидом, а именно здесь, помните, 3 петельки подъема было. Мы в третью петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Все. Так мы заканчиваем наш ряд. Далее, смотрите, 3 петельки подъема делаем. Раз, два, 3. Поворот. А теперь по узорчику нам необходимо сделать еще 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. По итогу здесь получается у нас 7 воздушных петелек. Вы пока повторяйте, потом поймете принцип данного узорчика. Смотрите, дальше делаем накид. Помните, у нас были раз, два, 3, 4 столбика. Вот мы их провязываем опять как 4 столбика с накидом. Раз. Следующий столбик. 2. Следующий столбик. 3. И следующий столбик 4. То есть вот наши столбики, которые были арочкой, да, 2 с одной стороны, 2 с другой стороны, мы их сейчас провязали все вместе. 4 столбика. Далее опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И перепрыгиваем вот эту нашу арочку к нашим столбикам. Опять первый столбик провязываем. Второй столбик провязываем. Третий столбик. Все столбики с накидом. И четвертый столбик. Понятно? Вот. И у нас получается опять точно так же 4 столбика. То есть если в предыдущем ряду они были вот так вот наискосок друг к дружке, то здесь они вместе. 5 воздушных петелек. 4 столбика, опять 5 воздушных петелек. 4 столбика, 5 воздушных петелек. 4 столбика, 5 воздушных петелек. Несложно, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот что у нас получается. Вот наши столбики. Да, между столбиками по 5 воздушных петелек, но закончили мы точно так же, как и начали. 4 воздушные петельки. И здесь были 3 петельки подъема, а здесь столбик с накидом. Провязали, тоже у нас были 3 петельки подъема предыдущего ряда. Да? То есть вот такая вот получается у нас как бы
сеточка. Идем дальше. Теперь нам необходимо будет сделать по узорчику 3 опять воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь будьте внимательны. Теперь необходимо будет еще 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Итого получается 6 воздушных петелек. А теперь смотрите, что мы делаем. Вот получается у нас, помните, первая, так скажем, арочка была, вторая арочка. Мы захватываем полностью 2 вот эти вот арочки и провязываем столбик без накида. Пока просто повторяйте, потом увидите, какая особенность узорчика. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А теперь переключаемся на наши 4 столбика. И где 4 столбика, провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опускаемся опять. Смотрите, захватываем и первую дугу, и вторую вот эту вот дугу арочки, да, из воздушных петелек. Под вторую вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И провязываем опять наши 4 столбика. Раз, два, три и 4. Поняли, да? То есть получается, там, где у нас были вот эти вот арочки из воздушных петелек, получилась вот такая вот, ну как паучок, бабочка, да, назовем. То есть вы провязываете там, где столбики, столбики, там, где арочки, вы их объединяете вместе, да, провязываете столбиком без накида. То есть вот такая вот галочка. По сути, вы повторяете самый первый ряд. Видите, 4 столбика, галочка, 4 столбика, галочка. А теперь у вас вот такая вот галочка, которая захватывает еще 2 арочки. Понятно? Не сложно? Несложно. Давайте вот так вот до конца ряда. То есть сейчас опять 3 воздушные петельки, галочку вот так вот сделайте, столбик без накида, 3 воздушные петельки и опять 4 столбика. Понятно? Все, давайте. Будет очень-очень красиво. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, какие у нас паучки-бабочки получились. Видите? То есть этим рядом, да, получается, мы, получается, повторяли первый ряд. Поняли? Первый ряд, то есть у нас уже идет повторение. Дальше мы будем провязывать второй ряд, то есть вот наши вот эти вот наклоненные столбики, вот такие вот будут арочки небольшие. Смотрите, как покажу здесь, потому что узорчик, получается, смещается, да. Итак, сделали 3 воздушные петельки, да, и соединили, получается, с петельками подъема столбиком с накида. Далее 3 воздушные петельки, раз, два, три, поворот, и сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик с накидом. Понятно? Дальше накид. И переключаемся вот на первые 2 столбика. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Помните, мы, получается, после столбиков вот этих двух делали 5 воздушных петелек. Делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И переключаемся вот на последние 2 столбика. Провязываем последние 2 столбика. Раз, два. И перепрыгиваем вот нашего паучка, нашу галочку, следующие 2 столбика. Вспомнили? То есть мы повторяем полностью второй ряд, просто у нас идет небольшое смещение в шахматном порядке. Угу. Видите, вот эти наши 2 столбика, раз, два, и вот эти вот раз, два. Вот мы то же самое провязали, раз, два, раз, два. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали маленькие арочки, да, и вот такая тоненькая арочка из 5 воздушных петелек, маленькие арочки из столбиков, и вот такая арочка из 5 воздушных петелек. Как мы заканчиваем ряд? Мы, получается, провязали наши 2 столбика, да, а оставшиеся 2 столбика, помните, делали 3 петельки подъема, да, и получается вот для нашего жучка 3 воздушные петельки. Так вот, к третьей петельке подъема присоединяем сразу же 2 столбика с накидом, то есть точно так же, как в начале ряда. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вспоминаем, да, что мы должны будем провязывать наши столбики. Первый, получается, это имитация столбика. 3 воздушные петельки провязали. Дальше второй столбик. Дальше третий столбик. И четвертый столбик. А дальше вспоминаете, да, у нас должна быть еще одна вот такая же арочка. Мы провязываем еще 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И переключаемся опять на наши 4 столбика. Раз, два, три, 4. И опять провязываем 4 столбика. Вспомнили, да?
То есть точно так же, как мы провязывали, получается наш уже какой? Раз, два, третий ряд. Мы повторяем третий ряд. Раз, два, три, 4. Поняли, да? То есть идет повторение. Давайте до конца ряда. Видите? Вот они, 2 арочки. Вот они, 4 столбика. До конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите. Вот мы с вами провязали уже 2 вертикальных раппорта. То есть дальше получается, да, мы будем с вами вязать точно так же, как провязывали самый первый ряд. Да? Вот он. Самый первый ряд, получается, будем провязывать там, где столбики, столбики. А там, где наши арочки, будем делать паучок. Угу. Давайте покажу чуть-чуть. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Там, где столбики, наши столбики. 2, 3 и 4. И вспоминайте, да? Для паучка необходимо 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Ныряем под вторую арочку. Первая, вторая. Вот под вторую. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И дальше 4 столбика провязываем как 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Поняли, да? То есть получается, в принципе, вообще наш раппорт узорчика составляет 3 ряда. И получается, потом идет только лишь повторение, но при условии, что оно будет немножко смещаться. Видите, как бы паучок, паучок, паучок. Поняли, да? Вот. В принципе, несложно. Если что, перематывайте назад. Смотрите, как провязываются первые 3 ряда. Да? То есть мы с вами провязали и правильно, как бы, да, и со смещением, и опять вернулись к самому первоначальному нашему расположению столбиков. Для тех, кто умеет вязать, смотреть по схемке, я прикладываю сюда схемку. Схемка очень четкая, схемка очень читабельная. Кто не умеет вязать по схемке, наверное, вы даже сейчас поймете, как это можно правильно сделать. Все обозначения. Встречаемся через несколько рядочков. Посмотрим, какая по итогу получится красота. А получится очень красиво. Все, жду вас через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая получается ажурная красота, паучки, столбики. Все как положено, красиво. Красота тянется. Так, воздушных петелек много. Красота у нас двусторонняя. Выбирайте сторону, которая вам больше всего нравится. Та сторона будет лицевая. Ну, как вам? Здорово? Надо было сделать по краешку кромочные столбики, как я у многих узорчиках делаю, да, чтобы краешек был более ровный, более презентабельный. Но суть узорчика вам понятна? Понятно. 3 рядочка постоянно повторяются, просто с небольшим смещением. Видите? Вот наши паучки все на месте. Вот такой вот дырчато-ажурчатый, да, узорчик. Для чего? Топики, маечки. Опять же, это все лето, да? Но при условии, что это пряжа летняя. Если будете брать пряжу, получается, демисезонную, зимнюю, да, то, естественно, это у вас могут быть и кофточки, это у вас могут быть и шарфики, и снудики, и кардиганчики. То есть, смотрите, если это будет толстая пряжа, да, если это будет там, например, пряжа с махером, там, например, там с ангоркой и так далее. То есть, ну, фантазий, конечно, много. Вот такая красота. Цвет можете выбирать любой, пряжу можете выбирать любую, ниточки можете брать любые. Пробуйте, экспериментируйте. Давайте замерим. То есть, ну, пусть краешек как бы неровный, приблизительно сколько это будет. Набирали 49 воздушных петелек, ниточка тоненькая, да, если этой же ниточкой, этим же крючком, этой же плотностью вязания, то это приблизительно будет у нас, ну вот, чуть-чуть не хватает до 16 сантиметров, 15,8, да. А тут получается у нас, ну, как бы тут не полный, да, раппорт. Ну, давайте по паучкам, например, посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6 паучков. Это уже 18, так. И тут получается у нас 19, 20. 20 рядочков. Ну-ка, сколько это будет здесь? Это будет вот 12 сантиметров. Как вам? Интересно? Необычно? Ну, по крайней мере, для разнообразия в копилочку ваших узорчиков, да, надумайте, свяжите. Либо это полностью может быть топик, либо это может быть только часть топика под лифом. Да, лиф у вас будет плотная вязка, а под лифом либо на спинке, там, например, да, и так далее. Ну, либо комбинированное вязание вместе с спицами связали, потом крючком сделали ажурчик красивый. Вот такая красота. Кто вязал данным узорчиком, пишите, что вы вязали. Нам будет интересно, что вязали, какой пряжей. Если не вязали, то подкидывайте идеи, что можно данным узорчиком связать. Где вы данный узорчик видите, так скажем, да, представляете. Жду ваших комментариев.
Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненьким колокольчик. Тогда будет вам приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.